Вокруг света пешком. Поход по крымской части Великого Русского пути стал очередным этапом проекта «Вокруг света пешком», в рамках которого Валерий Шанин изучает лучшие пешеходные и туристические маршруты мира. В этом походе его попутчиками стали Сергей Забурниягин. Зачастую не все наши поступки и дела можно объяснить рационально, логически. Алла Фаттахова, Наталья Насенко. Мне так захотелось в этом участвовать, присоединиться. Игорь Косогоров. Нелегко, но все равно интересно. И другие. Когда идет крест, поэтому это, в общем-то, по сути, крестный ход. Хотя он не имеет внешнего вида крестного хода. Но мы не идем, не поем псалмы. Каждый молится так, как может, в сердце своем. Потому что когда ты идешь в гору или с горы, читать акафисы достаточно сложно. То есть, но молитва, она живет в наших сердцах. Великий русский путь. Таврида. Великий русский путь общей протяженностью около 5500 километров начинается от Херсонеса, идет через Керчь, Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Ярославль, Вологду, Каргополь и Онегу на Соловки. В этом походе мы пройдем только крымскую часть этого пути, от Херсонеса до Керчи. Мы находимся в Херсонесе. Это та точка, где произошло крещение князя Владимира и, по сути, крещение всей Руси. Где-то здесь Корсунским крестом крестились, может быть, не тысячи, но сотни точно, воинов княжеской дружины князя Владимира. Корсунский крест – малая копия Корсунского креста, который хранится на сегодняшний день в Переславле-Залесском Никольском женском монастыре. Его оригинальный размер 2,35 на 1,35 м, и в нем 21 мощевик. В этом кресте, который принадлежит Никольскому монастырю, это малая копия 60 на 40, 22 мощевика, 21 святой, и центральная часть – это животворящая частица креста Господня. Вот такая святыня проделает путь от Херсонеса до Москвы и потом до Переславля, и Бог даст до Соловков. Поэтому паломнический путь Херсонес-Москва-Соловки будет освящен этим крестом. Мы просто его несем. Крест-мощевик, в том числе с частицей животворящего креста Господня, это величайшая святыня. И вот она идет с нами, освящая Русь. И только Богу известна, та полнота правды, которая будет открыта позже, для чего мы это делаем. Херсонес, как историческая и как религиозная точка, крайне важна для нашего Отечества, для нашего исторического самосознания. И вот здесь, от памятника апостолу Андрею, возле собора князя Владимира, и начинается Великий русский путь. Продолжительностью более 5000 километров. Херсонес, Москва, Соловки. Эта бутылка будет сейчас брошена в Черное море. В ней мы положим сертификат, в котором написано, что это бутылочная почта, и это наш именно Великий русский путь. Письмо толстое, а горлышко узкое. И пока мы идем с крестом, морские воды принесут данную бутылку Соловецким островам. Балаклава. Найдем до начала Большой Севастопольской тропы. На этом участке Великий русский путь совпадает с Севастопольской тропой. Выйдя на Большую Севастопольскую тропу и поднявшись на эту возвышенность, пришло понимание того, что необходимо там, где мы будем идти и проходить вот по таким высотным точкам, необходимо благословлять нашу землю, 4 стороны света, небо и землю, ибо осенение крестом – это призывание благодати Духа Святаго, которая должна укреплять нас, преображать, защищать
какие происходят сакральные изменения, да, вот в религиозном смысле, духовном, мы, в общем-то, в полноте сказать не можем. Наверное, это будет открываться постепенно, а может вообще откроется только потом. Мы идем сейчас по Севастопольской тропе. О, нормально. Это ущелье реки Узунджа. Вот река рядом, а тропа вдоль реки идет. Очень приятно ходить вдоль реки, прохладно. Это мы переправляемся через реку Узунджа на другой берег. Тропа продолжается, но идет уже по правому берегу реки, а не по левому, как раньше. Доходя на более сложные участки, крест носим в рюкзаке. Вот так. Длина реки Узунджа всего 11 километров. Она начинается из родника Сууксу в верховьях Айпетринской Яйлы, стекает по Узунджинской и Скельской котловинам, а затем впадает в самое большое водохранилище Крыма – Чернореченское. Включительные метры подъема к бисерному храму. Подъем метров 300. А в 10 метрах позади нас прекрасный источник Софии Премудрости Божией. Уставшим путникам можно попить воды. Вообще в Крыму очень-очень сухо. Дождей не было уже, наверное, месяц. Даже непонятно, откуда лужи такие берутся. Ну, можно точно сказать, что Господь благословил нам хорошую погоду, чтобы не идти по грязи. Слава Богу. Вот по такой дороге мы идем в Чупут-Кале. Это очень хороший вариант, когда идешь по горизонту. А это кусочек настоящей древней дороги. В Крыму такие дороги обычно называют римскими. Ну, может, и не римляне, но древние. Но строили очень качественно. Чуфут-Кале на плато Бурунчак окружен глубокими ущельями и защищен крепостными стенами. Ворота закрыты. Пещерный город возник в V веке как византийское укрепление. Позднее в нем жили караимы. Сейчас это музей под открытым небом. Вот такой он замечательный пещерный город Чупут-Кале. К сожалению, попасть вовнутрь мы не смогли, потому что чуть-чуть опоздали. Он работает до 17, а сейчас 17:30. Дальше надо немножко спуститься вниз в ущелье и выйдем как раз к монастырю. Бахчисарай – бывшая столица Крымского ханства. Мы находимся в центре Бахчисарая, приблизительно в 150 метрах от ханского дворца. Данный храм, вот Свято-Николаевский, он был построен в 1800 году. Замечательно это место еще тем, что посещал его в 1855 году во время Крымской войны император Александр II вместе с князем Горчаковым, командующим войсками в Крымско-турецкой войне. Но вот мы здесь смотрим, это был раньше именно вход, видно, вход в колокольню и вход уже в храм непосредственно. Здесь мы сейчас не пройдем, можем обойти, наверное. Да, можем обойти, да, здесь было точно так, остались вот колонны обозначающие и сам вход, который из-за аварийности пока что перекрыт. Вот на этой территории располагался храм, раньше он был собор, как главный храм. Очень интересная история связана вот именно Никольского храма и монастыря, то есть потому что он является неким духовным преемником от монастыря. Когда в 1778 году православные покинули эти места из-за притеснений и ушли в Мариуполь, сейчас, который мы знаем вот в ДНР, Донецкой области Мариуполь, вот, то монастырь не существовал и был молитвенный дом в честь святителя Николая, но точных данных о нем нету, и уже в 1799 году начали строительство здесь. И причем достаточно быстро построили, потому что в 1800 году уже и осветили. В 1863 году пристроили колокольню, большую колокольню, которая, в принципе, обозначала вот это место и было видно издалека. Но в 1947 году по решению исполкома Бахчисарайского разобрали храм до основания. Когда здесь храм разобрали, то верующие сначала ютились в доме настоятеля возле реки Чуруксу, в частном доме, потом в здании почты ютились, и потом выкупили здание, которое было частным домовладением, и
С 1950 года уже договор купли-продажи, есть документы, подтверждающие. Вот, выкупили здание и переоборудовали его под храм. В том соборе 2 раза был Александр II, император, а здесь был святитель. Здесь был Ну, знаковое у вас место. знаковое место. То есть вам это, можно сказать так, повезло. Икона в честь святителя Николая. Удивительно она была тем, что это еще вот старое письмо. Меня когда назначили в этот храм, было несколько чувств. Одно – это было чувство радости. Вот, я теперь настоятель, это мой первый приход, слава Богу. Вот, и такой хороший храм, вот, действительно теплый, уютный. Вот. А с другой стороны, я печалился, что он в таком виде, в таком состоянии. И только спустя какие-то годы, когда приезжали люди отовсюду, не только местные, помню, люди с Феодосии приезжали, говорят, вот, пожалуйста, вот иконы, да, оно, может, хаотично как-то вот разбросано, хаотично повешено в храме, но вот, говорит, ну, что-то в этом есть. Вот что-то в этом есть, и, пожалуйста, не убирайте, да, не убирайте, пожалуйста, не убирайте. Не нужно лоска и блеска, да. Вот это вот как раз, это народ вешал с любовью. Просто нужно понимать, что вот все, что это делалось в те года, когда за это давали реальные сроки. Да. То есть, по сути дела, это исповедники своими руками создавали этот храм. Там. И сегодня, если здесь что-то менять, то получается, что мы, в общем-то, как бы так попираем немножечко, как говорится, память тех людей, которые свою верность Христу доказывали делами. Да. Что еще интересно, на что хочу обратить внимание, что в Верхнем храме, соборе Никольском, служили священники, которые были репрессированы, которые даже были убиты. То есть новомученики возьмут сон. Да? Новомученики, да, сон. Хотя не все еще вошли в каноническое число. В этом замечательном храме, где чувствуется такая там теплота и любовь тех людей, которые его в свое время строили, да, благоукрашали, есть удивительная икона. Вот даже больше здесь, наверное, надо обратить внимание на ризу, которая была, по всей видимости, сделана там до революции, со слов настоятеля. И я думаю, что данная икона ждет своего часа перенесения в такой же великолепный собор, который будет здесь восстановлен. Да, в этом храме есть еще одна удивительная икона. Икона двунадесятых праздников, которая обновляется. Еще несколько лет назад здесь было непонятно, что это за икона. Была только, как говорится, центральная часть с Христом Спасителем. То есть, ну вот со временем, как говорится, происходит обновление. Из Бахчисарая тропа идет в Симферополь, через Скалистое, Кизиловое и Партизанское. Вообще погода стоит очень сухая. Это такое благословение Господа. А так это видно остатки былых дождей. Хорошо, что пока дождя нет. Поднимаемся на возвышенность, которая стоит над Симферополем. И с этой возвышенности, по сложившейся традиции, благословим эту прекрасную землю. Большое количество гробов. Это один из них. Симферополь со всех сторон окружен горами. Великий русский путь идет в город через Чумакарскую вершину с одноименным гротом и смотровой площадкой. Спускаемся в город. Поселок Обрыв. Это уже окраина Симферополя. Мы пришли в Симферополь. В России есть только два верных союзника – ее армия и флот. А для того, чтобы армия и флот были союзниками на самом деле, они должны быть любимы как властью, так и народом. Вежливые люди, они были в балаклавах. И узнать, кто именно, было непросто. Однако, еще раз говорю, мы очень хорошо узнаем друзей, даже если они замаскированы и в масках. На нашем пути еще один такой замечательный храм святых равноапостольных Константина и Елены. И мы просто обязаны туда зайти и поклониться, потому что покровителями всех крестоходцев является святая Елена. Второй храм в Симферополе, который мы посетили, это был собор Александра Невского. Сегодня это кафедральный собор.
И, наверное, не случайно, ибо в нашем кресте один из мощевиков именно мощевик благоверного князя Александра Невского. На 9-й день нашего пути мы пришли в Свято-Троицкий женский монастырь. Именно здесь хранятся мощи святителя Луки, воина Есенинского, крымского. И сейчас мы идем поклониться ему. К сожалению, у нас нет благословения для съемки внутри, а чтобы его получить, надо потратить достаточно продолжительное время. Ну, поэтому без съемок внутри. Мы находимся в храме апостолов Петра и Павла, который находится буквально в 150 метрах от Свято-Троицкой женской обители, где мы поклонялись святителю Луке. Этот храм отличается от многих других храмов тем, что здесь благословляется снимать. И настоятель даже приветствует съемки, ибо это является тоже проповедью. То есть чем больше людей увидят наши святые обители, тем лучше. Начинается подъем на плато Чатырдак, что в переводе с крымско-татарского означает «шатер-гора». Греки же называли этот горный массив Трапезунд или Столовая гора. Оба названия хорошо передают впечатление от облика этого величественного горного образования. Это мы так поднимаемся на Чатырдак. Поднимаемся, конечно, медленно, но упорно. Стараемся и не сдаемся. Уклон крутой, зато лес вокруг замечательный. Листья уже огромные. Вот такие прекрасные высокогорные рощи есть в Крыму. Поднялись на вершину по крутому склону. А теперь задача нам пересечь лес. Пробраться через этот лесок туда наверх, к полянке. Покорябают нас здесь изрядно. В 80-х годах прошлого века на плато Чатырдак была воинская часть. Сейчас на ее месте туристический приют «Оникс» для спелеологов и любителей пеших походов. Ходим с турбазы «Оникс» и продолжаем подъем на Чатырдак. Сегодня утром нас сопровождает дежурный по базе Дмитрий и его прекрасный пес. Как зовут его? Утро все-таки прохладное выдалось и ветреное. В предгорьях Чатырдага есть такой замечательный лес с реликтовым можжевельником. Ходить только по тропе, чтобы не затаптывать. Можжевеловые поля просто наполняют своим запахом все вокруг. Страж леса. Посмотрите, он действительно похож. Толщина ствола какая. Вот я таких здесь вот вокруг не вижу больше. Оказываем посильную помощь ангелам тропы и расчищаем путь. Вот смотрите, какие цветы красивые. Сколько на сегодняшний день людей, которые занимаются именно профессиональным тропостроением? То есть, может быть, несколько сотен. И основная проблема, как говорится, у каждого лидера тропостроения о том, что он хочет строить только свою тропу. То есть, а в чем уникальность Великого Русского пути? Он в себе объединяет все те тропы, нравится кому-то это или не нравится. Да, от Херсонеса, Москва, Соловки, это и большая Севастопольская, и Крымская, это может быть и Волжская тропа, это дорога в Лавру, и та же самая, тот же путь Ломоносова. То есть он все это покрывается, и вот эту большую историю, ее можно продвинуть гораздо проще. Идем через можжевеловые поля. И какой запах стоит. Поэтому приходите сюда, приезжайте и дышите воздухом с можжевеловым запахом. Довольно крутой подъем на Чатырдак. На его вершине стоит крест. Это одна
из самых высоких точек в Крыму и самая высокая точка Великого Русского пути. Мы уже поднялись на верхнее плато Четвердага. Вот оно так выглядит. Немножко неровное, но более-менее плоскогорье. Здесь продолжаются можжевеловые поля. Птицы поют. Но если подняться чуть выше, невероятно сильный ветер. Ходить по можжевельнику не стоит и из соображений безопасности. Здесь много карстовых провалов. Под густыми кустами их можно не заметить. Горный массив Чатырдаг входит в главную гряду Крымских гор. На нем есть несколько вершин. Самая высокая из них – Эклизи-Бурун, 1527 метров над уровнем моря. Ее название произошло от слияния греческого «эклиза» – церковь, и крымско-татарского «бурун», и переводится как «церковный мыс». И вот он стоит долгожданный крест, к которому мы идем поклониться. Крест воздвигнут к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Наш крест-мощевик поставим. Вандалы уже несколько раз его ломали и сбрасывали вниз. Но крест вновь возвращают на это место. Вероятно, во времена Византийской империи здесь стояла церковь. Но от нее не осталось даже фундамента. Тут он немало потрудился над этим сооружением. Вроде как загон для овец, но при этом больше, чем 10, может 15. Их сюда не поместится. Но чтобы сложить такое сооружение, надо так потрудиться все-таки прилично. В общем, до конца непонятно, кто это сделал и зачем это было нужно. Но все равно спасибо. Идем по красивейшему буковому лесу, вернее роще. Нет, он запах есть, но такой легкий, такой еле заметный какой-то. Листья как у вяза, видишь? Я раньше думала, это вяз. Но листики такие нежные. Честно. Прям чем-то на салафан похоже. Буковые леса – визитная карточка горного Крыма. Первые 30 лет эти деревья растут очень медленно, но затем их рост ускоряется и продолжается вплоть до 400 лет. Секвойя – самое высокое растение на Земле. Чувствуется, как в нем живет жизнь, такая мощь. Куда же след собаки? В буковом лесу нет подлеска, но кроны очень густые и почти не пропускают солнечный свет. Поэтому даже днем здесь ощущение предзакатных сумерек. Вот это все выглядит как обычная лужа. На самом деле нет. Это маленькая речка. И мы ее будем сейчас переходить вброд. Форсировать. Форсировать, да. Ну вот, удалось. Ой, все равно провалился в грязь. Утро в деревне. Вот, да ладно. И что тут случилось? Спасибо. Неожиданно. Оп. Все гораздо проще. Ангарский перевал на высоте 752 метра – самая высокая точка трассы Симферополь-Алушта. Мы перешли через Ангарский перевал и продолжаем наш путь в сторону Лучистого. Поднимаемся в долину привидений, на южную вершину Демирджи. Только что прошли чертов палец. Это народное название, если что. Так что то, что видят, их так называют. То есть есть такие понятия географических названий, а есть понятия народных. Вот это скорее народное. Чего нам только не приходится тут встретить.
как всегда, дух бодр. Сегодня мы идем с местным проводником, с Еленой. Она замыкает группу, и она скажет пару слов об этом месте. Это мои самые любимые места, Южная Демирджи, и мы будем подниматься на самую точку высокую, Аленга. Непередаваемое ощущение, особенно там дальше, на краю, страшновато. Особенно, когда представишь, что летишь вниз. Еще заметил один момент. Когда Игорь идет с крестом, он бегает. Как только у нее заберешь крест, он начинает ползать. Вывод. Не мы крест несем, а крест нас несет. Есть твой рюкзак. Да, а у меня там реально... Завтра не надо. Ой, это ты яблоко зря достал. Сейчас будет очередь. Борщевик уже по краям начинает так хорошо расти. Продолжается подъем на вершину Южной Демирджи. Медленно, но упорно поднимаемся вверх. С вершины Южной Демирджи открывается вид на долину Алушты и плато Чаттардак с одной стороны и полуостров Меганом с горой Сокол с другой. Триангуляционная вышка установлена на высоте 1239 метров. Сейчас мы с вами видим печальника за страну российскую, совершающего сакральные действия. Демирджи Яйла находится примерно на такой же высоте, как и плато Чаттардак. Но на ней нет карстовых воронок, пещер и колодцев. Ходить можно везде, не опасаясь неожиданно провалиться. Идем к водопаду Журла. Водопад Джурла образовался в верхнем течении реки Сатера. Многие века вода обтачивала горное образование и прокладывала себе дорожку среди известняковых пород. Жарким летом водопад почти пересыхает. Остается лишь одна тоненькая струйка. Так, я не пройду. Я проползу. Нет, я буду лучше вот таким котом, вот таким. Фотоаппаратом попробуй. Оп, мама. Да, все есть, хорошо. Получилось. Шанкая – это выступающий такой мыс, глубокий, и с него очень хороший вид на те места, где мы только что были: гора Космос, Южная Демирджи, вершина Аленга. И здесь очень часто гнездятся орлы. О, класс. Прошли по плоскогорью, и сейчас через такой прекрасный лес спускаемся к поселку Генеральское, где-то там ближе к берегу моря. В селе Генеральском, которое до Великой Отечественной войны называли Улу-Нюзень, генералы никогда не жили и не отдыхали. Сегодня от Генеральского вниз к Рыбачьему мы идем по старому яблоневому саду. Скорее всего, еще во времена СССР его посадили. Он такой заброшенный, но яблони цветут. Да, интересно было бы очень попробовать их вкус. Удивительная долина между Генеральской и Рыбачьей. Сначала были яблоневые сады, а теперь виноградные плантации. Осенью будет очень интересно здесь идти. При том, что яблоневый сад, если брошен,
то виноградная лоза мы видим, как хорошо обрабатывается. Идем дальше. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Потом такой попёр, вот на трансформации. На берег моря. Идем прямо по берегу. Самая высокая часть Великого Русского пути Костогорья закончилась. Ищусь, мочу. Как по аналогии, на каждом перевале или высокой точке нашего пути мы поем тропарь кресту и благословляем территорию вокруг. Так и здесь, идя вдоль берега моря, на мысах благословляем море и окунаем край креста для освящения воды, дабы чтобы она была нам другом. Аминь. Море достаточно сегодня неспокойное. Безопаснее пройти вдоль скалы, намочив ноги. Совсем не безопаснее. Там смотри, какие скользкие камни. Да, но варианта другого нет. Великий Русский путь – это путь от Херсонеса до Москвы, до Соловков. То есть и мы не случайно находимся здесь, недалеко под Алуштой, в этом замечательном храме-маяке, который посвящен святителю Николаю Мелитийскому. Его особенность заключается в том, что он является частью мемориала в память погибших всех на водах. Ну, поэтому не случайно это и храм Николая Чудотворца. Удивительна и архитектура, потому что таких храмов больше нигде не существует. Значит, построен был этот храм начал строиться в 2004 году. И на полу мы видим дельфинов, да, которые выложены. Это тоже не случайно. В тот момент, когда храм закладывался, приплыла стая дельфинов и, радуясь данному событию, прыгала прямо возле берега, что бывает достаточно крайне редко. И по преданию, именно по этим землям проходил апостол Андрей Первозванный. И наш путь, Великий Русский путь, проходит тоже по этим землям. Мы прошли уже на сегодняшний день от Херсонеса, прошли до Симферополя, прошли несколько перевалов, и от Симферополя спустились ближе к Алушке и находимся сейчас в селе Малоичинское. Любой храм замечательный. Чем он замечательный? Потому что в каждом православном храме совершается божественная литургия и совершается таинство Божье. Поэтому каждый храм является домом Божьим, и каждый дом Божий прекрасный и замечательный. Чем отличается наш Божий дом от всех? Он не отличается ничем, отличается только тем, что он одновременно является видимым памятником погибших на путешественников и мореплавателей. Все, больше ничем. Внутреннее убранство, все церковное, связанное с водной стихией, но это не имеет абсолютно никакого значения. Действующий храм есть действующий храм. И еще один большой вопрос. Вот тоже уникальные иконы, таких я нигде не встречал. Вы таких икон не встречали и больше, к сожалению, не встретите. Автор уже покойный. Это единственный человек в мире, народный артист русского театра в Симферополе, который дослужился до народного звания, и его боженька посетила тяжелейшим инсультом. Выкрутило руки, ноги, и мне пришлось идти в больницу, его утешать, исповедовать, причащать. И Господь совершил такое чудо. Ему Господь дал такой талант, что он вот так наизнанку пальцами вязал эти иконы. В этой иконе 8,5 миллиона узелков. Но Господь ему дал такой талант и такое чудо. У него правая рука была зажатая, он открывал только вот так 2 пальчика и не руку поднимал креститься, а лоб нагибал до руки. А рука была зажатой. Но когда он читал молитвы, начинал брать ниточку, вязать, моторика пальчиков включалась, работали все пальчики, читал благодарственное, ручка возвращалась на свое место. И вот так. Это, в общем-то, чудо. Да, это видимое чудо, которое совершил Господь, и люди его видели.
в такой грязной воде, серфинговать. Совсем не Рио-де-Жанейро. Прошли морское и продолжаем идти дальше в сторону Нового Света. Тропа проходит прямо по берегу моря, но по пляжу идти шансов нет. Очень уж сегодня большие волны. Пройти по берегу моря не удалось. Поднялись уже вверх, ну, метров на 300, да? Да. Вот, и впереди еще метров 100 до перевала. Мы идем на обзорную площадку «Язык тролля». Сегодня вышли в 5:30 на рассвете. Идем по отличной маркированной тропе с поселка Веселое в Новый Свет. А это специально для того, чтобы люди осознавали свои габариты. Толстым здесь не место. Ну, еще это, по всей видимости, ворота, которые отделяют бухту Веселое от Нового Света. 6:30 утра. И такое яркое солнце. Здесь есть 3 монаха, корона. И вот такая карта, где в том числе даны направления. Вот Котлахская бухта налево, долина Рая 230 метров, мы в нее сейчас зайдем тоже, Царский пляж. И то, куда сегодня мы идем, это через мыс Капчик, поселок Новый Свет. В него 2 входа, до одного 2 километра, до другого 3,620. Ну и опять-таки вот плещ, которого крупным планом изображают, чтобы вы его не перепутали с чем-нибудь другим. Вот что-то по мне уже ползет, возможно, вон. Нет, не он. Нельзя сказать, что очень сложно, но минимальная физическая подготовка и растяжка необходима, чтобы ходить по таким участкам. Но все равно будьте аккуратны. Выходим из долины Ада. Ничего себе. По всей видимости, здесь открывается вид на бухту Новый Свет. А Новый Свет вот сразу. Это он, да, Новый Свет виден. Но вообще очень живописная тропа. Ну и вот такое вот чудо. Прям богатырь засохший. Знаете, вот там спящий. И удивительно, стоит же. Просто красивейшая тропа. Наверное, одна из самых красивых. Внизу под нами Царский пляж. А здесь наверху тропа проходит через практически густой можжевеловый лес. Береги не разоряй, не мусори, не пугай, не топчи, не рви, не жги. И вообще, я бы добавил там, будь человеком, перестань быть свиньей. Ну и помимо этих заповедей, конечно, заповеди соблюдать те, которые дал нам Господь Иисус Христос там. И тогда все у нас сложится. И Россия будет ковчегом, и мы с вами будем счастливы, любить, уважать друг друга после того, когда научимся уважать то, что нам дал Господь. Спускаемся на Царский пляж. Вообще он немножко в стороне от нашей тропы, но ради такого знаменательного места решили все-таки немножко свернуть. Ну, вообще такая уютная бухта. Думаю, надо искупаться. Обязательно. Десять, 12 вода. Это, конечно, не ключи, как у нас в Подмосковье Гремячие, где 4-5, но все равно бодрит. Так, вот это проход здесь видно. Дорожку к сквозному гроту, очевидно, делали в давние времена, может, даже до революции. Такую серьезную каменную выложили стенку. Сейчас бы, наверное, не стали заморачиваться, поставили бы столбики и какое-нибудь ограждение простенькое. А вот мы входим в сквозной грот. Но он полностью соответствует своему названию. Действительно грот и действительно сквозной. Высокий потолок, прям как в католическом храме. Победы православному царю на сопротивное даруя,
и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Замечательная акустика, в том числе в этом гроте. Ну, видно, еще в царское время потрудились над тем, чтобы сделать сюда дорожку и прорубить небольшой проход. В 21 году вот мы с Валерием Шаниным и с другими друзьями вышли из Москвы и дошли до Соловков. Да, но сразу родилась тогда идея, и Валерий, как путешественник известный и много походивший по миру, сказал, а что мы с Москвы идем до Соловков? Если идти до Соловков, надо идти от Черного моря до Белого моря. А если от Черного идти, это значит идти от Херсонеса. А если идти от Херсонеса, а это Корсунь, значит надо идти с Корсунским крестом. Все, вы приобщились к Великому Русскому пути. Великий Русский путь – это вообще грандиозный комплексный маршрут. Он включает в себя и другие более мелкие тропы. Мы начали с Херсонеса по Севастопольской тропе, потом шли по Крымской тропе. Вот сейчас у нас тропа Голицына. Тропу Голицына все-таки оградили вот такими прекрасными ограждениями, чтобы народ, случайно зазевавшись, не свалился. Падать далеко. Но это связано с тем, что здесь курорт Новый Свет, и народу летом очень много. А мы находимся в то время, когда народу мало и особая благодать стоит. Живописнейшие виды, просто невероятные. Мы идем по тропе Голицына к гроту Голицына. Удивительно, но приходится круто подниматься. В 1912 году российский император Николай II побывал в Новом Свете со своей семьей и проходил по этой тропе, и был непосредственно в этом месте, в этом гроте. По преданию здесь выступал Шаляпин. Я не дерзаю туда подниматься, споем здесь, помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, и же естественный, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, и вселенных, и очистенный от всяких скверны, и спаси блажен души наша. Ну и мы видим здесь бочки. Видимо, здесь в том числе хранились бочки с вином, потому что здесь прохладно, нет прямого солнечного света, и вот такой как бы свежий бриз с моря, наверное, создает те уникальные условия, которые позволяют вину правильно настаиваться. Вчера здесь было очень много воды, шторм был, и всю эту тропу заливало. Но сегодня шторма уже нет, поэтому хоть и мокро, но пройти можно. Вот здесь торжественный вход на тропу Голицына. Для нас это выход. Да. Именно через этот вход заходила царская семья. Проходим поселок Новый Свет. Вот с левой стороны чисто наследие советских времен. Вот прошли Новый Свет, который мы видим внизу. И для того, чтобы попасть сюда, к нам предстоит преодолеть еще один перевал. Прохладненькая, но такой небольшой привкус ястины. Видно, там все-таки вот водоросли, они дают этот привкус. Это родник Святой Анастасии, зарешительница, освященный. Купель Святой Анастасии на тропе между Новым Светом и Судаком. Крайне редкое явление, по крайней мере, нам не попадалось, что вот такой оборудованный источник. Ну, вода так бодрит. Ой, Святая Анастасия, моли Бога о нас. Ой, Господи, помилуй. Но после хорошего перехода хорошо и осветиться, и освежиться. И видите, солнце, как благословение. Перешли через перевал и сейчас уже спускаемся вниз к Судаку, к Генуэзской крепости. Спуск своеобразный. Но будем надеяться на подошву наших профессиональных ботинок.
Ну, в тапочках я здесь бы точно никому не рекомендовал бы ходить. Мы находимся на окраине Судака, и это храм X века Параскевы Пятницы. Именно здесь, в Крыму, Параскева Пятница, римская гражданка II века, оказалась здесь и здесь приняла мученическую смерть. Да, вот такой вот замечательный храм, буквально 4×6 X века. От него прям вот исходит благодать. Рядом мы видим также евангелическую церковь XIX века. Она здесь тоже не случайно, потому что при Екатерине II в Крым было приглашено большое количество немцев. И таким образом образовалась здесь достаточно крупная евангелическая община. В 1941 году из Крыма были немцы депортированы. В основном здесь оказались жители Курской, Воронежской, Рязанских губерний. Если уж попали в Судак, то, конечно, нельзя не заметить Генуэзскую крепость. Просто громадное сооружение. И интереснейшая история. Поднимаемся на Меганом. Погода пасмурная, но вроде дождя пока еще нет. Отличная разминка с утра. Так, метров 700 наберешь вверх, и хорошо. Отлично. Меганом с древнегреческого переводится как «большое поселение» или «большое пастбище». Спустились к маяку, который находится на крайней точке мыса Меганом. Большая часть полуострова необитаема и не имеет растительности, что придает ему мистическую атмосферу. Даже удивительно, что на южном берегу Крыма есть такие полудикие места. Те, кто сейчас смотрит это видео, могут видеть ландшафт, природу, но они не могут почувствовать тот аромат, который окружает нас. С небольшим ужасом смотрим на ту гору и на ту дорогу. Вот такая вот солнечная, красочная дорога, идущая вверх. Наверное, все красивые дороги ведут в храм и в гору. Там много разных всяких ходит легенд и слухов о Меганоме как о месте мистическом. Кто-то его считает оккультным. А мы его немножечко осветим. Воскреснет Бог, расточатся врази его, добежат к лица его, ненавидящие его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воз от лица огня, так, когда погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующийся крестным знаменем, веселье главящим, радуйся, пречестный, животворящий крест Господень. Прогоняя бесов силою, пропятых на тебе Господа Иисуса Христа, воотшедшего, опрашивая силу дьяволу и даровавший нам крест чистый на прогнание всякого супостата. Солнечная долина – это один из древнейших центров виноделия. Окружающие Солнечную долину горы создают здесь особый микроклимат, более теплый и солнечный, чем в других частях Крымского побережья. От древних греков и генуэзцев сохранились редкие аборигенные сорта винограда. Из них делают знаменитые вина «Черный доктор», «Черный полковник» и «Солнечная долина». Во время штормов пляж заливает. Идти можно только по самой кромке, прижимаясь к скале. Лучше бы, конечно, с той стороны мы увидели эту надпись. Были бы еще более внимательны. Ты не пошли. Мне кажется, все мины смыло. Тропа идет по берегу моря в сторону Коктебеля. Так вот мы идем к берегу моря, к Лисьей бухте. Пытаемся идти вдоль моря, но сейчас сильный шторм. Это, конечно, не очень легко.
Мы сейчас оказались на тропе Волошина. Она тоже вошла в Великий Русский путь. Выходим из Коктебеля, идем в Феодосию. Тропа Волошина. Это часть большой крымской тропы от Коктебеля до Орджоникидзе. Поднимаемся на мыс Хамелеон. Здесь опасно, но пройти все-таки можно. Волошинская тропа проходит через ландшафтный парк Тихая бухта. Проходим портал мудрости. По этой тропе туда и обратно ходили друг к другу в гости знаменитый поэт и художник Максимилиан Волошин и писатель Александр Грин. Поселок Орджоникидзе на мысе Киик-Атмала с 3 сторон окружен морем, а с 4 защищен горами. Ой, а запах какой нежный, как духи. Феодосия. Поднимаемся на гору Микридат. Это уже Феодосия. Это старая крепость, на которой в том числе существует лобное место. К нему мы и идем. О, время Отца и Сына и Святого. Это один из источников, с которого брали воду. Но сейчас это просто памятник архитектуры. Но все равно замечательно, что он сохранился. В 1475 году территорию захватили турки. Но Османская империя, она захватила все генуэзские колонии, это современной Керчи до современной Балаклавы. Все это так стало Отtomанской империей. А все Крымское ханство, которое здесь было, оно вошло, так сказать, в территорию Отtomанской порты. Или, как теперь говорят, стало вассалом Отtomанской порты. В 1783 году, в общем, Крым входит в состав Российской державы. Ну, предыстория, вы знаете о том, что здесь у нас были и скифы, и греки, и те, всех перечислять не будем. Но у нас, во-первых, здесь греки, они в VI веке до нашей эры основали город. Феодосия просуществовала 800 лет. Это к тому, что Москва уже больше 800-900, а это только 800 лет. Это где-то в III веке Феодосия была разрушена готами. Потом проходит какое-то время, тут Ардабда называлась, аланы были, хазары были. Но в XIII веке на полуостров приходят золотоордынцы, и Золотая Орда продает побережье генуэзцам. Вначале они построили, здесь деревянная была загородь такая была, они налоги платили, а им все равно, говорит, там на них нападали, да, там, то оттуда, то слева, то справа, так сказать. Поэтому они начинают строить каменную стену, которую строили в течение 100 лет. Мы уже дошли до руин генуэзской крепости Феодосия. Крепость огромная, но почти разрушенная. И идем в храм Приветствия Божьей Матери. Идем по территории Генуэзской крепости. А крепость – это цитадель, где мы находимся. На территории цитадели находился консульский замок. Здесь казначей располагался тоже. Вот цитадель. Вот она, видите, цитадель. Мы вот с вами находимся вот здесь где-то стоим, на горке. И вот возле башни Константина были здесь. Так, ну и вот тоже это карантин. В 1804 году была построена вот эта стена, которая перегородила, потому что здесь находился целый карантинный такой поселок. Пойдемте спустимся Да. в Иверский храм. Я не могу. Или мне нужно ловить. Блин, они еще скользкие. Детишки тут черные. Вообще очень известный храм Феодосии. Есть один из древнейших. Отец Геннадий, настоятель у нас, Макаренко. Он очень много сделал уже для храма. Вот буквально 4 года поменял все иконы. У нас 90% были литографии. Ну, бумажные были. А сейчас все писаные. Тоже готовится на службу в Георгиевском. Да, проходите, пожалуйста. Здесь у нас подгибный стол, да, канон. Это А это у нас чудотворная икона Матерь Божия Касперовская, которая у нас обновилась. Женщина ее принесла где-то 21 год назад, нашла в сарае среди мусора. Она была темная-темная. И вот она у нас обновилась. Очень много исцелений. А в каком году здесь был Афанасий Никитин в этом храме? Афанасий Никитин был где-то 1476 год, вот где-то так.
Так что здесь он тоже у нас молился, радовался. Он здесь молебен заказывал, благодарствуя своем возвращении. Да. Это тоже, мы говорим, 14 век. Видите, вот звенья, образующая цепь. Цепь называется сельджукская. Были такие племена, турки-сельджуки. Сельджуки, да. Ну да. А это вот виноградная лоза идет. Вот. И точно так же здесь делали. Видите, тоже вот эта сельджукская цепь идет. Аккуратно, Ольга. Аполит. Не, это не так, там можно. Там еще можно самое делать. А вот иконостас уже идет деревянный резной, буковый. Там уже алтарь, да. Здесь у нас скорпа идет. Я думал, это алтарная часть уже. Нет. Ага. Ну, так и... Вот здесь можно подойти, да, вот. Здесь можно увидеть. Вот он, Иоанн Креститель. Конечно, интересно сделали. Флорентийская мозаика. Очень тонкая работа, удивительно, органично, очень вписана именно вот в древние стены. Ну и вообще видно, что священник подошел так со вкусом, очень так гармонично расположил иконы. И радостно, что это все-таки живой богослужебный храм. У нас здесь есть мощи Дмитрия Солунского, который нам привез Федор Конюхов, известнейший путешественник. Уже в XIV веке, приблизительно в 1386 году, второй полон достроили, и были построены следующие храмы, как Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского и Иоанна Богослова, который пока что, к сожалению, принадлежит армянам. То есть, а вообще это комплекс, получается, это вот все эти храмы, они были объединены единым монастырем? Да, раньше это был мужской монастырь греческий. Константинополь подчинялся, да, получается? Да, дело в том, что монастырь перестал существовать из-за гонения турков в XVIII веке. Пора двигаться на Керчь. И напротив Казанского собора Феодосия нас провожает, благословляет апостол Андрей Первозванный. Его дорогами мы идем. Феодосийское водохранилище. Вот у нас по левую руку. Нам осталось 7 километров, даже 6,5 до Владиславовки. И это у нас первый день, когда мы идем вот по такой прекрасной степи. Вот сейчас спуститесь прямо вот мимо этого домика. Слева прямо, обойти, да? Слева обойти. И выйдете прямо первый попавший, самый близкий дом, там улица Ленина. По этой улице Ленина спросите, самые первые дома. По Ленина улица, центральная улица, прямо идет к вокзалу, ЖД вокзал. Вот нам это и надо. Именно этот дом. И не надо ни налево, ни направо. Такого у нас еще не было. Да. Да. Видите, как говорится, нет, знаете, венецианские улицы. Там, или итальянские, не знаю, там какие-то явно там. Да, здесь это как минимум, не знаю, там... Типа, Таити, да. То есть, это Альпы. Вулкановка. Сопка Джаутепе – самый знаменитый из сотни грязевых вулканов Крыма. Это памятник природы регионального значения. Последнее извержение здесь было в 1982 году. Степь. Великий русский путь выходит на берег Азовского моря. Вот мы находимся на берегу Азовского моря. Еще немного, и мы будем в Керчи. Практически 90% нашего пути по Крыму уже прошли. И это более 500 километров. В Караларский природный парк ходит берег Азовского моря между мысом Чуганы и соленым озером Чокрак. Ранней весной здесь цветут ирисы и дикие тюльпаны. По Крымской тропе идете? Ну да. Целиком до Севастополя? Не,
Нет, целиком не получится. Не успею. Я всего на 3 недели отпросилась. Я не успею, она 600 километров. Генеральские пляжи. Тропа проходит мимо множества бухт. Обезьянья, Барыня, Медвежья, Песчаная, Странника, Палладии. Более 50 названий. Но обычно их всех называют просто генеральскими пляжами. Поднимаемся от Сюрташской бухты. Но все они, в общем, здесь называются генеральскими. Ну а это вообще Сюрташской. Нет, спускаться не надо, надо галсом. Караларская степь – самый просторный степной участок в Восточной Европе. В советское время здесь были воинские части, и территория строго охранялась. Именно поэтому сохранился почти первозданный ландшафт. Весной, во время цветения степей, в воздухе смешиваются ароматы соленого бриза и разнотравья. Мы идем по Караларскому заповеднику, и вот здесь удивительно, есть 2 маршрута. Один – это пешеходный маршрут под номером 2 и автомобильный маршрут под номером 1. Хотя везде висят таблички. Проезд на мототехнике, на автомобилях запрещен. Но, по всей видимости, какая-то здесь интересная история. Кроме того, на этой территории находятся исключительно ценные по своему сочетанию и сохранности образы Кипчакова, ковыльных степей, не имеющих аналогов в Европе. И мы это свидетельствуем. Аналогов такой степи больше нигде нет, только Крым. Победы православному царю на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Ходим рано утром, прямо на восходе солнца. Они глубокие. Ох ты! Еще и вялая. Ну да. Специфичный вкус, чуть-чуть солоноватый. Но в любом случае хорошо, что такие колодцы здесь есть. Потому что морскую воду вы не попьете. А так вот видно этому колодцу, ну явно лет уже немало. Конечно, не Аврамов колодец, но абсолютно точно достаточно древний. Хорошо, что живой. И люди, видно, за ним ухаживают. Крымский полуостров славится не только золотистыми пляжами и ласковым морем, но и удивительными озерами, богатыми целебной грязью. Озеро Чакрак – источник молодости и здоровья, известный людям еще с античных времен. От песчаных пляжей Азовского моря озеро отделяет лишь узкая насыпь. Уходим от озера Чакрак и идем вверх в горы. Идем в Керчь. Это вот здесь такая каменоломня. И здесь прохладно. Градусов, наверное, так 8-10, не больше. Ну, по крайней мере, живности никакой нет. Но люди местные, кто знает об этом месте, по всей видимости, приезжают здесь иногда посидеть, костер пожечь на самом входе. Осталось 11 километров до Георгиевского женского монастыря. Идем к ним. Идем по Маковой степи. Если вот мы находимся здесь, мы сейчас идем сюда, поворачиваем, да, делаем крюка, но мы проходим по полям и заходим с правой стороны к Георгиевскому монастырю. Да. Вот так вот. Вон она и дорожка там как раз. С нами великомучениц Георгий и Дмитрий Солунский идет. Он со всеми. Да. Вы нам чуть-чуть расскажете, да, про историю? Вообще и монастыря, и вот этот камень здесь Георгиевский лежит. Да. Пожалуйста, проходите. Хранившаяся часть камня на месте явления
в 18 веке святого великомученика Георгия Победоносца с отпечатком копыта его коня. То есть, например, прямо на этом месте было явление Георгия Победоносца, да? На улице он стоял. Вот на этом храме. Сюда любил пастух ходить, молиться на эту гору. Вот он однажды увидел 6 мая всадника на камне. Потом на этом месте обнаружили икону Георгия Победоносца. Эту икону взяли в храм Иоанна Предтечи, самый древний наш храм. Она там сейчас стоит, находится, да? Ага. Мы как раз туда идем сегодня. Пришли туда, вернее, повесили икону, утром встали, нет. Приходят, она снова здесь. И 3 раза. Тогда поняли, что не случайно. И дали обет построить здесь храм. Построили храм. Этот храм потом стал монастырем мужским. Это 1800 какой-то год. Построили мужской монастырь. Потом он превратился в женский. До 23-го года он здесь стоял. Громадное здание было, такое красивое. Это все с нуля сделано. Ну и в 23-м году наши пришли, да, кирпичика, все, и вот от камня кусочек остался. Был раза в 4-5 больше, остался вот кусочек. То есть со следом. это в 1923 году разрушили монастырь. Да. И вот в 2014 году пришла у нас новая игуменя молодая. Вот она занялась документами, и вот начали строить, вот строим потихонечку. Великолепный храм, очень красивая архитектура. И чувствуется, как говорится, дух такой воинский. То есть к камню можно прикладываться, да? Можно прикладываться, там водичка собирается. А с какой стороны можно спуститься? А вот по ступенечкам, как удобно вам. Да, как вам удобно, так и спускайтесь. Водичка здесь. Водичка целебная. Здесь, когда идешь, ты издалека видишь, что это храм воинский. Ну, конечно, это и шлем, но вообще вся такая как бы собранность, подтянутость этого храма. То есть, Помолимся. Сокровищу них и жизни подателю, веди вселися в них, и очисти на всякие скверны, и спаси блажи души наша. ну, это, по всей видимости, самый древний храм, сохранившийся. Это храм 8 века. Очевание Мария Бога о нас. С его мощами мы идем. Вот у нас здесь в верхнем мощевике. Керчь – один из старейших городов мира. Греческие колонисты основали его в VII веке до нашей эры и назвали Пантикопей, что в переводе с древнеперсидского означает «рыбный путь». Под названием Боспор город входил в состав Византийской империи. В X веке он был известен как Корчу и был в составе Тьму-Тараканского княжества Киевской Руси. У нас здесь заканчивается в Керчи как раз пеший маршрут по Крыму. Но так как каждая дорога должна привести к храму, поэтому мы пройдем еще 4,5 километра до храма Рождества Пресвятой Богородицы, где и встретим Пасху. Это окраина Керчи. Здесь мы проведем пасхальную вместе со всеми службу. Господь послал ангела своего, избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. Христос воскресе! Лицо последнее! Христос воскресе! Христос воскресе! Поход по крымской части Великого Русского пути завершается, а проект «Вокруг света пешком» продолжается. Впереди новые походы по паломническим и туристическим маршрутам мира. И вы также можете принять в них участие.